Когда мы слышим слово «монстр», мы сразу представляем динозавров. Огромные зубы, длинные хвосты, рык. Но вот вещь, которую нам почему-то не рассказывали в школе. Динозавры — это, по сути, поздние гости на вечеринке под названием «Жизнь на Земле». До них наша планета прожила уже 3 миллиарда лет. Вдумайтесь в эту цифру. И все это время здесь правили существа настолько странные и пугающие, что если бы вы встретили их сегодня, решили бы, что это спецэффекты из очень дорогого хоррора. Но это не фантастика. Все, о чем я сейчас расскажу, реальные находки. Кости, отпечатки, подтвержденные исследованиями Кембриджа, Оксфорда и других ведущих университетов мира. И среди них есть одно создание, которое буквально перевернуло представление ученых о том, как развивалась жизнь на Земле. Кембрийский взрыв. Представьте, 541 миллион лет назад. Земля выглядит совсем иначе, никакой привычной нам суши, один бесконечный океан. И поначалу там почти никого нет. Но потом случается то, что биологи называют Кембрийским взрывом. Всего за 20 миллионов лет, по меркам планеты, это просто щелчок пальцами. Океан внезапно наполняется жизнью. Ученые до сих пор спорят, как именно это произошло. Но факт остается фактом. Именно тогда появились первые серьезные хищники. И первый из них – настоящий ночной кошмар. Аномалокарис. Название переводится как «странная креветка», но это, мягко говоря, преуменьшение. Представьте себе метровое существо, которое передвигалось по воде, как живая волна. У него были огромные щупальца, чтобы хватать добычу, и рот, напоминающий жерла мясорубки. Но самое жуткое – это глаза. В 2011 году исследователи из университета Аделаиды изучили их останки и выяснили, у этой креветки было до 16 тысяч линз в каждом глазу. Она видела добычу так же четко, как современный орел. 540 миллионов лет назад у нее было суперзрение. А теперь представьте галлюцигению. Когда ее нашли в 70-х, ученые даже не поняли, где у нее голова, а где хвост. Ее буквально перевернули вверх ногами, думая, что острые шипы – это ноги. Но в 2015 году Кембриджский университет сделал шокирующее открытие. Внутри ее горла были спиральные зубы. Она была настолько не от мира сего, что один из первооткрывателей честно назвал ее галлюцинацией. Отсюда и имя. Морские скорпионы. Прошло еще 100 миллионов лет. Океан стал миром без правил, где жизнь экспериментировала с формами тела, как хотела. Но затем в этих водах появилось нечто, от чего даже аномалокарис предпочел бы сбежать. 430 миллионов лет назад – силурийский период. Встречайте Екелоптеруса. В 2007 году немецкие ученые нашли окаменелость в регионе Рейнланд-Пфальц. Находку описала группа под руководством Саймона Брэдди и опубликовала в журнале Biology Letters. Это был коготь длиной 46 сантиметров. Всего один. Просчитав пропорции, эксперты ахнули. Это существо было 2,5 метра в длину. Настоящий морской скорпион размером с крупного крокодила. У него были мощные клешни, панцирь, и он, вполне вероятно, умел выбираться на сушу, как современные крабы. Это был самый крупный членистоногий в истории, и этот рекорд не побит до сих пор. Век рыб. Скорпионы правили океаном долго, но климат менялся, и на сцену вышли рыбы. Только забудьте про золотых рыбок в аквариуме. Девонский период – это век монстров. Дунклеостей. Представьте рыбину длиной 6-8 метров. Вместо чешуи – костяные пластины, как рыцарский доспех. Вместо зубов – острые лезвия, которые затачивались сами по себе. В 2006 году Филипп Андерсон и Марк Уэснит из Чикагского университета опубликовали в Proceedings of the Royal Society B расчет силы укуса дунклеостея. Результат – около 4400 ньютонов на кончике челюсти. Это сравнимо с укусом крупного современного крокодила. Но самое жуткое – скорость. Челюсти раскрывались за 1/50 секунды, создавая перепад давления, буквально засасывающий добычу в рот. Дунклеостей не охотился, он просто открывал рот, и обед приходил сам. А теперь существо, которое изменило все наше понимание эволюции.
В 2004 году группа ученых под руководством Нила Шубина из Чикагского университета отправилась на остров Элсмир в канадской Арктике. Место настолько удаленное, что добраться туда можно только на вертолете. Они нашли там окаменелость возрастом 375 миллионов лет. С первого взгляда – рыба, чешуя, жабры, плавники. Но когда ученые изучили плавники подробнее, внутри оказались кости – плечо, локоть, запястье. Тиктаалик мог опираться на свои плавники, как на руки. Он мог поворачивать голову независимо от тела, чего не умеет ни одна рыба. Это был момент, когда жизнь впервые сделала шаг на сушу. Буквально. Исследования опубликовали в Nature в 2006 году. Сегодня тиктаалик считается одним из важнейших переходных существ в истории жизни на Земле. Каменноугольный период, когда монстры вышли на сушу. Перенесемся почти на 360 миллионов лет назад. Между 359 и 299 миллионами лет до нашей эры на Земле царствует эпоха, которую геологи назовут каменноугольным периодом. Имя ей дадут черные пласты угля, спрессованные останки тех самых лесов, что в это самое мгновение поднимаются к небу. А леса здесь, как из чужой планеты. Гигантские папоротники, хвощи в обхват взрослого человека, плауновидные деревья, уходящие в высоту на 30 метров. Это 10-этажный дом, сложенный из живой древесины. Воздух густой, влажный, теплый. Под ногами хлюпает торфяное болото. Над головой изумрудный свод, сквозь который едва пробивается солнце. Но главное отличие этого мира от нашего невидимо. Оно в самом воздухе. Ученые, изучая пузырьки газа, замурованные в древней породе, пришли к поразительному выводу. В каменноугольном периоде кислорода в атмосфере было около 35%. Сегодня всего 21%. Каждый вдох здесь на треть насыщеннее, на треть пьянее, на треть опаснее. И у этого избытка кислорода есть последствия. Насекомые и членистоногие дышат иначе, чем мы. У них нет легких. Воздух поступает прямо в тело через сеть крошечных трубочек – трахей. Эта система проста, надежна, и у нее есть предел. Чем крупнее существо, тем труднее ему дышать. Но если кислорода вокруг с избытком, этот предел отодвигается. Далеко, очень далеко. И вот что из этого вышло. Меганевра – стрекоза размером с ястреба. 1880 год. Франция. Городок Камантри. Рабочие угольной шахты раскалывают пласт и застывают. На сколе породы отпечаток крыла. Но такого крыла на Земле уже давно никто не видел. 5 лет спустя, в 1885-м, французский натуралист Шарль Браньяр опишет находку и даст ей имя – Меганеура моньи. Размах ее крыльев от 65 до 70 сантиметров. Это примерно как у взрослого ястреба. Только это была не птица, это была стрекоза. Меганевра парила над папоротниковыми болотами, высматривая добычу, других насекомых, а возможно и мелких позвоночных, едва успевших выползти на сушу. Ее полет не был тонким стрекозиным звоном. Это был низкий, вибрирующий гул, почти как у современного дрона. И она была в этом небе не одна. Артроплевра – многоножка длиной с человека. Ее следы, окаменевшие борозды в древнем иле, находят в Шотландии и в Северной Америке. Особенно в канадской провинции Новая Шотландия. Длина тела до 2 метров 60 сантиметров, ширина около полуметра. Это самая крупная сухопутная членистоногая за всю историю нашей планеты. И вот что удивительно, при всех своих размерах артроплевра, по мнению большинства ученых, была травоядной. Никаких клыков, никакой охоты. Она неспешно ползала по лесной подстилке, перемалывая опавшие листья, мягкие стебли и споры папоротников. Живой бронепоезд, мирный как корова. Представьте на секунду, вы идете по лесу, под ногами мягкий мох. И навстречу вам, тихо шурша десятками ног по влажной земле, ползет 2-метровая многоножка. Толщиной с бревно, длиной с автомобиль. И ей до вас совершенно нет дела. Это не сцена из фильма ужасов. Но согласитесь, картина та еще. Пермский период и катастрофа. Прошло совсем немного по меркам Земли.
Между 299 и 252 миллионами лет назад наступает Пермский период, и мир, который мы видели до этого, начинает меняться до неузнаваемости. Воздух становится суше. Великие угольные леса, те самые, где гудела меганевра и ползала двухметровая многоножка, отступают. Их место занимают открытые равнины и первые в истории планеты настоящие пустыни. Солнце, песок, горький ветер. И именно в этом суровом мире эволюция начинает эксперимент, который в конце концов приведет к нам. Мы на финишной прямой перед эпохой динозавров. И главный герой этой сцены – Димитродон. Если вы когда-нибудь видели игрушку с огромным парусом на спине, это он. И нет, это не динозавр. Более того, динозавров еще даже не существует. Димитродон жил примерно от 295 до 272 миллионов лет назад. Это больше, чем за 40 миллионов лет до первых динозавров. Когда он грел свой парус на утреннем солнце, до эпохи тираннозавров оставалась целая вечность. Но самое поразительное – другое. С точки зрения эволюции, Димитродон ближе к нам, чем к любому динозавру. Он принадлежит к группе синапсид, древнейших предков млекопитающих. Иначе говоря, в его роду через десятки миллионов лет появились мы. А тот самый парус на спине до сих пор предмет споров. По основной версии он работал как солнечная батарея, помогал быстро согреваться по утрам и остывать в жару. Но есть и другие мнения. Возможно, он служил для привлечения партнеров или для устрашения соперников. Точного ответа у науки пока нет. А рядом с ним бродили горгонопсиды, саблезубые хищники с клыками длиной до 12 сантиметров. Они правили сушей около 30 миллионов лет. Это в 10 раз дольше, чем существует наш собственный род. И они тоже были синапсидами, как Димитродон, как мы. Ученые предполагают, что у некоторых из них уже могло быть нечто похожее на шерсть, что они, возможно, были теплокровными. В этих саблезубых хищниках уже угадываются черты будущих млекопитающих, наших с вами предков. Казалось бы, у этой линии жизни блестящее будущее, но все закончилось 252 миллиона лет назад. Ученые называют это событие пермско-триасовым вымиранием. Но у него есть и другое имя – Великое умирание. Самая масштабная катастрофа в истории жизни на Земле. 96% всех видов в океане и около 70% на суше просто исчезли. Жизнь подошла к самому краю полного исчезновения. Что же произошло? Главная гипотеза сегодня – это колоссальные вулканические извержения на территории современной Сибири, так называемые сибирские трапы. Извержения, которые не длились день или год. Они продолжались сотни тысяч лет, заливая лавой площадь размером с целый континент. В атмосферу были выброшены чудовищные объемы углекислого газа и серы. Планета начала стремительно нагреваться. Океаны закислялись и теряли кислород, превращаясь в мертвые, удушливые воды. Земля была почти стерта под ноль. И именно тогда в мир, опустошенный катастрофой, в мир, где освободились все роли и все троны, вышли они – динозавры. Мы привыкли думать, что история жизни начинается с динозавров, что они – начало всего. Но это не так. Динозавры – это всего лишь одна из глав, довольно поздняя. До них Земля пережила почти 4 миллиарда лет эволюции и 5 масштабных вымираний. Рыба, которая отрастила подобие рук и впервые ступила на сушу. Стрекоза размером с ястреба. Саблезубые горгонопсиды, в которых уже скрывались черты наших предков. Все они правили своим миром, каждый в свое время. И исчезли они не потому, что были слабыми, а потому что Земля менялась. Менялся воздух, менялся климат, менялись океаны. И в этом, пожалуй, самый важный урок, который нам стоит запомнить. Не выживает самый сильный. Выживает тот, кто успевает измениться вместе с планетой, которую он называет домом.